Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале очень интересный рецепт. Посмотрев первые кадры, вы, наверное, точно подумали, это, наверное, пельмени или вареники. Что я вам хочу сказать, друзья? Сегодня я вам приготовлю гибрид. Это и не пельмени, и не вареники. Это колдуны. Чем пельмени отличаются от вареников? В пельменях фарш, начинка сырая. Чтобы вы туда не завернули, если это в сыром виде, это пельмень. Если вы готовите вареники, фарш, начинка в готовом виде. Чтобы не завернули туда в готовом виде обжаренное, отварное, это будет вареник. Здесь же в этих колдунах у меня сырой фарш и тушеная капуста. Вот такой гибрид сегодня мы приготовим. Блюдо невероятно вкусное. Впервые попробовал я их в 80-х годах прошлого века. Я был молодой, служил в Забайкалье, в том регионе. Я впервые столкнулся с этим гибридом. И вот с тех пор регулярно у нас в семье их готовят, и они нам очень нравятся. Блюдо это простое, приготовить его несложно, но в результате вы получите невероятное удовольствие. Начинаем готовить. Фарш для колдунов. Говядина и свинина, 2,5 килограмма, мясо куплено в магазине, там мясник перекрутил. Капуста 500 грамм, свежая капуста и 400 грамм здесь квашеная капуста. 900 грамм, это все вместе, 700 грамм мы получим после того, как ее обжарим. Значит, лук. 2 луковицы, где-то 200 грамм. И соли из расчета 15 грамм на килограмм. И 1 грамм перца черного молотого из расчета на 1 килограмм мяса. Капусту пошинкуем и потушим с луком. А потом все это перекрутим на мясорубке и смешаем с фаршем. Начинаем готовить начинку. Лук нарезал полукольцами, капусту нашинковал вот таким вот специальным ножичком для шинковки капусты. Если у вас нет такого ножичка, нарежьте обычным. В кастрюльке вок разогрел растительное масло, примерно 50 мл, и обжариваю чуть-чуть лучок до легкого золотистого цвета. Вкладываю капусту сырую и обжариваю ее, постоянно помешивая минут 10, чтобы она стала мягкой. Затем добавляю квашеную капусту. Все это перемешиваю. Протушив минут 10, я добавляю примерно 100 мл воды и оставляю тушиться на 25-30 минут. Затем я это все перекручиваю на мясорубке с решеткой, диаметр отверстия 6 мм. Подготовленный фарш. Добавляю соль, черный молотый перец, и затем вливаю воду из расчета 10% на вес фарша плюс начинка. Общий вес у меня получился порядка 3 килограмм, и я вливаю 300 мл холодной обычной кипяченой воды. И теперь я все тщательно перемешиваю в течение 5-7 минут до равномерного, ровного, однородного состояния. И теперь я вношу капусту. Именно ту капусту, которую протушил я сырую, квашеную вместе с луком. Вношу постепенно частями, примерно по 1/3, и все опять же аккуратно перемешиваю до однородного состояния. Ну вот в принципе все, начинка готова. Переместил в пластиковый контейнер и уберу пока в холодильник. И берусь за тесто. Из расчета на 2 порции теста. Так, муки у нас сколько? 1,5 килограмма муки. 8 стаканов. Минеральная вода. Газированная, сильно газированная, 600 мл. 2 яйца сырых, 8 столовых ложек растительного масла. Это у нас сахар, чайная ложка соли. Все это смешиваем в миксере и готовим тесто.
Тесто можно замешивать руками, но у меня есть такая домашняя бытовая техника, обычный тестомес, планетарный миксер и, конечно, теперь в кадре руки не мои. Тесто это не я. Ну, не барское это дело. С мясом я справился легко. Я пригласил специального эксперта по тесту, помощника своего, с которым я уже 40 лет делю кухню. Сложного здесь ничего нет. Смешали воду, сухие ингредиенты и теперь соль, сахар, яйцо. По частям добавляем муку. Ну и работает машинка. Мое дело включить кнопку и запустить процесс. Итак, вот, пожалуйста, тесто готово. Где-то 7-10 минут. И тестомес приготовил тесто до полностью готового состояния. Ну, теперь уже я подключаюсь. Для этого процесса нужны сильные мужские руки. После тестомеса я чуть-чуть подмешиваю тесто и оставляю его минут на 30 для того, чтобы клейковина разошлась. После того, как тесто полчасика постояло, она стала такое более мягкое, податливое. Я его еще раз чуть-чуть подминаю. И теперь я буду делать заготовки для того, чтобы начинить их фаршем. Вот такого примерно размера я раскатываю лист теста. Толщина такого листа, ну, примерно 1 миллиметр, 1,5 миллиметра. Беру вот такую формочку и просто начинаю вырезать кружочки. Но теперь эти заготовочки попадают в цех по лепке колдунов. Они попадают в невероятно мастерские руки. Это опять не я. На этот процесс можно смотреть вечно, но мне это не дано постичь. Но другая у меня моторика. Я могу там что-нибудь разбить, поломать, распилить, просверлить, забить. Но вот такую красоту я сделать не способен. Вот такой процесс мы запустили, и примерно за 1,5-2 часа вот такой ручной лепки мы сделали неплохой запас колдунов, часть из которых, конечно, мы сварим и проведем дегустацию, ну а часть отправится в морозилку. Это хороший продовольственный запас. Ну, сварить несколько десятков этих колдунов не составит особого труда. 3 литра воды доводим до кипения, пол-столовой ложки соли и в кипящую воду бросаем колдуны. Варятся они примерно так же, как пельмени. Доводим до кипения, колдуны всплывают 5 минут и их можно подавать. Друзья, поверьте, это невероятно вкусно. Вот такой гибрид сегодня я для вас приготовил. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк этому видео. Обязательно подпишитесь на канал. В описании к этому видео я оставлю подробный расчет всех ингредиентов, а сейчас можно предаться получению удовольствия. Очень пикантное сочетание фарша мясного и капусты с лучком. Это то, что стоит готовить впрок.
И всегда в любой момент у вас на столе окажется невероятно вкусное блюдо. Друзья, оставайтесь на канале Food Court, жмите на колокольчик, получайте уведомления о всех новых рецептах. Я для вас приготовил еще очень много вкусного и интересного. До скорой встречи, дорогие друзья!